по программу выступающий президент некоммерческие партнерства Ассоциации иностранных студентов России, кандидат юридических наук, доцент кафедра теории истории международных отношений написан, но он доцент кафедра международного права, если я не ошибся. Руден, Аду, Яхо, НИКЭЗ. Мой друг Аду есть онлайн. So now the floor is being passed to Adu Nigze, with a PhD in law and an assistant professor at the Department of Law at Rudian, and a president of a non-governmental organization, All Russian Forum of International Students. Добрый день, уважаемые коллеги. Прежде всего хочу сказать большое спасибо организаторам данного мероприятия. Чтобы не повторять все, что было сказано, я прямо буду конкретно, да, и я скажу, что данное мероприятие не только важно, но и необходимо для укрепления отношений между Россией и африканскими странами. Good afternoon, dear colleagues. I believe that today's event is very important in order to further the cooperation, deepen the cooperation between Russia and Africa. И на сегодняшний день, да, как можно заметить, идет наращивание, да, укрепление отношений с африканскими странами. Можно заметить, есть саммит Россия-Африка, саммит ЕС-Африка, саммит Франция-Африка, Соединенные Штаты Америки, Африка, Япония, Африка и так далее, Китай, Африка и так далее. So there is a number of different ways of cooperating with the global community that we have, and one which is important is that which has a regional basis. So we have a lot of cooperation going on between Africa and China, Africa and the US, and of course Africa and Europe, and Africa and Russia. Это о чем говорится? О том, что Африка сейчас на сегодняшний день играет ключевую роль именно в международных отношениях. Не только с точки зрения экономической, да, отношений между государствами, но и тоже ключевую роль в международных отношениях. So that means that Africa has a key role to play on the global stage. Таким образом, сейчас нынешние отношения, да, я бы сказал, как мы говорим, да, возвращение России в Африку, или, как мы говорим, возобновление традиций, да, это как раз и своевременно. В том числе вот подобные мероприятия, которые сейчас мы с вами проводим. So an event such as this is very important, and all events such as these are very important in terms of revitalizing the cooperation between Africa and Russia. Таким образом, я считаю, что чтобы не повторять, да, ошибки, то есть другие партнеры, да, с африканскими странами, имею в виду Китай и Африки, мы с вами, да, ученые читаем и знаем, что происходит в эти отношения, то есть сотрудничество между африканскими странами и другими партнерами. So I believe that it is very important to avoid all sorts of mistakes that occur in the relationships of Africa and between Africa and other countries. A good example here would be China, and you all are well aware of the negative side effects of the relationships between African countries and China. Соответственно, мы должны учитывать эти ошибки, чтобы не повторять, и чтобы как раз позиционироваться именно на африканском континенте, то есть по сравнению с другими странами. So we should do our best in order to avoid making the same mistakes and have a fruitful cooperation between African countries and Russia. Но чтобы завершить свое выступление, хочу обратить внимание на два момента, на которые, я считаю, необходимо наращивать наши отношения с африканскими странами. В первую очередь, это гуманитарная сфера. Да, много об этом сегодня было сказано.
но я считаю, что гуманитарная сфера здесь заслуживает особое внимание. Простите, какая сфера? Можете повторить? Гуманитарная. Спасибо. And so there are 2 points that I would like to stress here. The first one is cooperation in humanitarian aid. И второй это работа именно с гражданскими обществами африканских стран. And the second important part of our cooperation should be that of cooperation between African and Russian civil society. Почему я об этом говорю? Потому что и мы знаем, да, в прошлом, что случилось, да, отношения между именно этими ведущими странами с африканскими странами привело к тому, что африканские страны сейчас, да, со своими долгами не могут даже справляться. Because what I'm talking about here is that the history of relations between African countries and, for instance, European countries and other countries other than Russia, has led to the fact that Africa is not now able to stand tall in the face of the challenges it faces. Таким образом, да, политическое сотрудничество это хорошо, необходимо, но мы должны именно сосредоточить внимание, как я сказал, да, в гуманитарной сфере, и чтобы именно африканские или население Африки почувствовало действительно вот эти отношения, то есть которые сейчас становятся между Россией и африканскими странами, потому что они как раз должны быть бенефициарами, а не именно какие-то конкретные политики, да, африканских стран. So, and I believe that the political cooperation alone cannot lead to a fruitful and mutually respectful dialogue between African countries and Russia. I believe that civil society, which is to define our cooperation for the years to come, has to play an important role now, so that in the future the citizens of our countries would still be on good terms and would still have good relations. Спасибо за мероприятие, и мы всегда готовы, как было сказано, да, профессором Левуши, оказать необходимую помощь, необходимую экспертизу для того, чтобы наращивать отношения между Россией и африканскими странами. Спасибо. Thank you for inviting me here today. I'm always glad to offer my expertise in order to improve the relations between Russia and Africa, and have a very good and productive day. Thank you.